Всем привет! Добро пожаловать на канал X-Prime. Сегодня у нас в обзоре новый ракетный комплекс Vulcan. Проведем запись результатов с поля боя, оценим показатели кучности, урона и поражения противника разного класса. Не забудь подписаться на канал, прожать лайк и колокольчик уведомлений. Приятного просмотра! Vulcan — это новое оружие, вошедшее в релиз обновления Battle of Titans версии 2.5. Представляет собой некий аналог дробовика, стреляющего кумулятивными снарядами на небольшие дистанции. Максимальная дистанция поражения составляет 350 метров, а вот эффективная дистанция уже во многом зависит от умения игрока действовать на сближение с противником. Решающим фактором в использовании данного оружия является значительно низкая кучность попадания неуправляемых ракет по цели на максимальной дистанции. Поэтому, применяя данное оружие, необходимо как можно ближе держаться к противнику. В этом видео вы наглядно увидите геймплей с использованием данного оружия. Тестовый образец, установленный на циклопе, настроен в конфигурации Full обоймы Т3, и это не самый лучший вариант. Позже узнаете почему. Отдельно справа вывел характеристики оружия и апгрейдов всех тиров. Также посчитал разные варианты установки апгрейдов на Vulcan. Проверяйте, кому необходимо. Результаты урона вывожу отдельно на экран слева. Фиксирую выборочно только дистанцию поражения и полученный урон, без учета результатов на добивание и неполного попадания снаряда, с вычетом урона от ракеты Pilum. Желтые цифры — это показатель урона по средним титанам, синие по легким и красные по тяжелым. Помимо низкого показателя кучности попадания, прочность Vulcan оставляет желать лучшего. Открыто бежать на врага в спринте явно не самая лучшая идея, приходится выжидать удобного момента. В тесном контакте с противником, наносящим урон по большому профилю этого оружия, может легко свести на нет попытки показать хоть какой-то скилл ближнего боя. Лучше всего атаковать противника с фланга. Это даст больше урона, чем при атаке в лоб или в рюкзак. Приближаться к врагу лучше в упор. Обратите внимание на то, как резко снижается показатель урона на дистанции 100 метров. Практически трехкратное снижение, а по легким титанам шестикратное. Самый лучший результат получилось сделать на дистанции 30 метров. Ближе подходить к врагу уже не имеет смысла. Угол склонения оружия ограничен, и снаряды просто пролетают мимо. По легким титанам вообще не попасть, если они забежали к вам ближе 20 метров. Эта слепая зона дает им шанс отбиться в ближнем бою. Да и по сути, я все равно рекомендую избегать ближнего боя с легкими титанами типа Шон и Клещ на мясорубках. Урон по Тирпицу примерно такой же, как и по среднему титану, если брать в учет базовое сопротивление к кумулятивным снарядам. Естественно, что о прицельном огне по модулям или оружию с Vulcan речи быть не может. Стрелять по боковым пилонам Тирпица — это выпускать половину снаряда в молоко. Как минимум лучше стрелять в Инквизитор. Треть снаряда все равно уйдет выше оружия, другая треть в корпус. На самом деле у меня большие сомнения, что каждый снаряд Vulcan регистрируется игрой как маркер урона. В замедленной съемке я постоянно вижу разрывы всего лишь от 3 ракет, и складывается впечатление, что оружие на самом деле выпускает один боевой снаряд, а остальные это всего лишь визуальный декор, создающий ложное впечатление опасности от каждой ракеты. Думаю, что в этой куче визуального салюта летит одна реальная боевая ракета, которая при контакте наносит урон сферы по всем элементам техники, а остальные ракеты типа ложные, которые не регистрируются игрой, дабы не нагружать процессор расчетами. Все же не стоит забывать, что это мобильная игра. Теперь хочу показать вам информационную таблицу установки апгрейдов и их влияние на характеристики оружия. Внизу шкала в объеме 20 секунд игрового времени, на ней будем отмечать тайминги стрельбы. Слева шкала урона, на ней будем отмечать урон за выбранное время. Сразу скажу, что покажу не все варианты установки апгрейдов, но точно покажу самые популярные. Начнем с самого неэффективного, по моему мнению, варианта установки с 4 механизмами подачи, снижающих время перезарядки. Такой вариант заставит Vulcan стрелять чаще в 2 раза. Как видите внизу по таймингам, время между пуском ракет составляет менее 3 секунд,
и за все выбранное время в 20 секунд вулкан выстрелит 8 раз. Но на фоне остальных вариантов установки апгрейдов, этот вариант будет самым низким показателем урона, всего лишь 1920 единиц с одного пуска ракет. Заменив два механизма подачи на два усиленных боеприпаса, урон с одного пуска увеличится примерно на 30%, а время между пусками ракет составит около 4 секунд, и за все выбранное время вулкан выстрелит 5 раз. В принципе, это неплохой вариант для добивания противника в дуэльной связке, когда решает не количество урона, а кто первым сделает контрольный и последний выстрел. 4 обоймы увеличат урон с одного пуска в 2 раза, что на первый взгляд очень хороший показатель, но есть одно негативное влияние. Время пуска тоже увеличится в 2 раза. Казалось бы, подумаешь, какие-то лишние 0,3 секунды, но с каждым пуском это время растет и негативно влияет на тайминги стрельбы. За все выбранное время вулкан выстрелит 4 раза. 4 усиленных боеприпаса тоже увеличивают урон в 2 раза. Но этот вариант не оказывает негативного влияния на тайминги стрельбы, и поэтому вулкан на 4 усиленных боеприпасах будет чаще стрелять, чем на обоймах. 3 обоймы и 1 усиленный боеприпас еще выше поднимут планку урона, и хотя присутствует негативное увеличение времени пуска, этот вариант очень интересен. Но лучше, конечно, будет вариант с 3 усиленными боеприпасами и 1 обоймой. Урон с одного пуска ракет тот же, но вулкан стреляет чуть чаще. И последний на сегодня вариант с 2 боеприпасами и 2 обоймами показывает лучший результат по урону с одного пуска ракет. Но все же я лично склоняюсь к предыдущему варианту из-за незначительной потери в таймингах стрельбы. Как итог могу сказать, что конечно вариант с 4 усиленными боеприпасами занимает лучший показатель в таймингах стрельбы. Следом за ним идет вариант с 3 боеприпасами и обоймой. Разница невелика, но одна обойма дает хорошую прибавку к урону. Также вариант с 3 боеприпасами и обоймой занимает 2 место по урону. Думаю, это золотая середина между уроном и таймингами стрельбы. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные. Это всего лишь информация к размышлению, и думаю, вы сами в состоянии определить, какой критерий в выборе для вас лучше. Вернемся к полевой практике. Как видите, из результатов стрельбы в среднем стабильно теряется 30% урона. Вулкан, по моему мнению, в первую очередь подходит для Титана Мао, а во вторую очередь для Опустошителя как дополнительное, а не основное оружие. Геймплей на Титане Задира с Вулканом для меня слишком спорный. По сути, от одного только лишь Вулкана пользы никакой. В диверсионной роли на Задире я пробовал как минимум отстрелить оружие у Тирпица, но это не принесло результата. Отдельно хочу сказать за тестирование на полигоне. По моему мнению, тестовый полигон не отражает той реальной игры, которая реализована на основной версии. Многие тестеры делают ошибочные выводы и отзывы по оружию, которое тестируют. Так, например, в тестах Вулкан легко выносил ботов уровня Т1, да и любое другое оружие. Тот же Мучитель в качестве рейлгана фактически унизили до молота, а саму интересную механику снайпинга выкинули из игры. Складывается впечатление, что сейчас балансом рулит не адекватность, а масса. Просто масса чего угодно. Вернемся к Вулкану. За свои деньги Вулкан очень дорогой, а новая механика стрельбы, честно сказать, меня не впечатлила. Более-менее, конечно, неплохо играется на МАО с 3 вулканами, но банк такой игры составляет 2000 рублей или $30. Сами подумайте, что такой ценник соответствует покупке игры для ПК уровня AAA, типа Киберпанк от CD Projekt Red, которого ждут многие геймеры. Конечно, не буду спорить, что найдутся те, кто захочет пустить красоту в глаза другим игрокам. Это был объективный и непроплаченный обзор без спонсоров. Спасибо за просмотр и удачных боев.